Я рада приветствовать на нашем канале, где мы говорим о мышлении, и это первое видео, которое я буду записывать на русском языке. Дело в том, что обычно я делаю свои видео на итальянском, ну и в крайнем случае на английском. Но сегодня я подумала, что я не должна обделять также мою русскоязычную аудиторию, своих друзей, и не могла не поделиться тем человеком, с которым я была очень счастлива познакомиться несколько месяцев назад. Поэтому хочу представить очень талантливого художника, которого зовут Джейсон Хейтарт. И я скажу более, что не просто талантливого, а художника мирового уровня. Джейсон, привет! Я знаю, что ты очень скромен, я знаю, что тебя могут немного, скажем так, выбить из равновесия, да, мои слова, но я говорю чистую правду, и ты знаешь об этом. Поэтому привет, я рада тебя приветствовать, и представься, пожалуйста, расскажи нам о себе. Привет, привет, всем привет. Спасибо, Аня, за такое представление. Да, это заставило меня раскраснеться. А, Мой творческий псевдоним Джейсон Хейтер. Я художник, графический иллюстратор и диджитал-креатор. В индустрии я уже больше 10 лет. Искусство для меня является и карьерой, и хобби, и отдыхом, и развлечением в любых его проявлениях. В своих работах я часто ссылаюсь на поп-культуру, на кино, на какое-то мультимедиа и на мифологию. И чаще всего все эти отсылки украшены большим количеством деталей, яркими цветами и отсылками внутри отсылок. Что-то как-то вот что-то такое. Да, хорошо. И на самом деле хочу от себя добавить, что все твои работы, они действительно очень яркие и очень запоминающиеся, поэтому мы обязательно оставим ссылки под этим видео на твои работы, на тебя, чтобы люди могли тоже посмотреть вообще, что ты творишь, да, и какое это красивое искусство, которое ты делаешь. Смотри, мы с тобой Спасибо. ни разу об этом не говорили, но мне интересна одна вещь. И я Так, хочу сейчас тебя об этом спросить. Почему так. такой псевдоним? Почему Хейт-арт? Может быть, я неправильно перевожу, потому что хейт, я думаю, что да, это как ненависть. Мгм. Расскажи. Тут, наверное, сатира. Я понял в последние дни, на самом деле, что у меня очень много иронии и сатиры в моих работах, там, не знаю, в Инстаграме, как я его веду. И это, на самом деле, то же самое. То есть это просто, грубо говоря, от обратного. У меня нет никакой ненависти к искусству, но мне нравится, мне нравится, как это звучит, хейт-арт, какой в этом есть посыл. У меня есть, небольшая задумка на будущее по поводу этого псевдонима. Что-то такое супер странное в стиле Канье Уэста, но об этом я пока, наверное, не буду рассказывать. Вот, ну и просто от обратного, Мгм. Да, потому что как очень я. интересно, Мгм, что мы с тобой знаем о тебе чуть больше, чем другие люди. Мы знаем, мгм. что ты можешь быть кем угодно, но точно ты не про ненависть, да, потому что мы знаем, что для тебя важно помогать другим людям, для тебя это является прям почти приоритетом, заботиться о других людях. И именно поэтому, да, я у себя словила такой диссонанс и хотела узнать, почему же все-таки, да, хейт, откуда это слово пришло изначально, когда ты создавал вот этот псевдоним свой творческий? Был ли какой-то момент, ты можешь вспомнить, как это произошло, как у тебя пришло в голову такое название? Я не вспомню, наверное, прям момента, когда именно я это придумал, но мне кажется, на меня подействовал фильм "Контроль", а, не вспомню год и режиссера. Он был про 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 фронтмена, про создателя Joy Division, музыкальной группы. Мгм. И это черно-белый фильм, там в главной роли играет Антон Карбейн, кажется, актера зовут. И там была достаточно известная сцена, где он идет в черном пальто. Весь фильм черно-белый. Он идет в черном длинном пальто с поднятым воротником. И у него на спине он сам краской написал "хейт" белыми буквами. И вот, возможно, вот этот вот образ какого-то, не знаю, бунтаря, какого-то аутсайдера,
сыграл роль тогда. Мгм. Интересно, расскажи, почему тебя привлекает именно этот образ бунтаря, такого аутсайдера? Наверное, потому что я не сильно, общительный, молодой человек и местами достаточно замкнутый, и в такой роли быть, аутсайдером удобно, потому что не нужно ни с кем разговаривать, можно молчать. А, возможно, какие-то быть томным, молчаливым, просто там что-нибудь такое. И, возможно, это меня и привлекло. Но при этом быть классным, крутым, там, не знаю, поскольку я очень много поскольку мне очень нравится кино, я, наверное, достаточно много, подчерпываю, вдохновение оттуда, то при этом у всех вот этих вот подобных вот героев, которые там томные, ни с кем не разговаривают, достаточно угрюмые, они типа пользуются спросом у других персонажей. Они так или иначе добрые чаще всего, Мгм. несмотря на то, что стараются там всех отгонять от себя. И, возможно, поэтому мне и нравится такой образ, такой персонаж. Супер, то есть ты увидел что-то в себе такое же, да, что я тоже такой крутой аутсайдер с добрым сердцем. Ну, наверное, да. Как минимум хочется так думать. Мгм. Интересно. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, как вообще так произошло, что мы с тобой познакомились? То есть, казалось бы, да, мы живем вообще в разных странах. Кстати, расскажи, где ты живешь. Сейчас я живу в Таиланде, работаю. Буквально вчера я подал документы на визу в Европу, пока не буду говорить куда. Через пару месяцев, возможно, узнаем, возможно, не узнаем. Вот живу в Таиланде сейчас уже год. Да, уже Да, как год. ты смотри, ты живешь в Таиланде уже год, я Мгм. живу в Италии, да, то есть физически мы с тобой никогда не встречались в жизни. Нет, не думаю. Что-то должно было произойти, чтобы мы с тобой встретились. Можешь вот рассказать историю или предысторию, как вообще это произошло? Это было где-то, наверное, в ноябре, январь, да. Нет, даже не в ноябре, в октябре, да. В конце октября, когда я запускал, свой небольшой проект, посвященный Хэллоуину, как раз на к Хэллоуину, на Хэллоуин. И он провалился. Провалился проект перед ним, и еще парочка рабочих клиентов слилась перед этим. Ну, у меня просто был какой-то карьерный кризис. Я потому что там около года, около двух, наверное, я работал по определенному паттерну с определенными клиентами. Мне было комфортно, была хорошая плата, были прикольные задачи, и вот я по ним двигался. Да, можешь ли ты В рассказать какой-то немного, извини, да, что я перебила, вот именно про клиентов, про уровень, да, то есть чтобы мы понимали вообще, в чем, да, была вот эта вот именно драма этой ситуации? м, ну, вот, я в какой-то степени, мне кажется, пригрелся просто к определенным клиентам. У меня уже были постоянные ребята, с кем я работал. Опять же, повторюсь, они хорошо платили, и при этом я работал свободно. То есть как хочу, рисовал практически то, что хочу, без каких-либо правок, что в целом для художника достаточно приятное, условие. И вот так вот двигался. Несмотря на кризисы в мире, я был спокоен более-менее за счет как раз вот этих вот вещей. Они для меня были с той стабильностью, которая не позволяла мне сходить с ума, пока там весь остальной мир сходит с ума. Мгм. А, но они в какой-то определенный момент просто все разом обвалились или не сработали, или там еще какие-то вещи случились, и от этого, наверное, моя земля из-под ног ушла очень быстро и очень сильно, очень резко. И за счет этого, наверное, и появился какой-то кризис. И вот после череды этой череды неудачных проектов, э, я и впал в него. Я
я мало спал, плохо питался, как попало занимался спортом, там, то ходил, то мог там несколько недель не ходить. Был в ужасном настроении и вообще чувствовал апатию в целом. И чтобы как-то с этим во всем разобраться, и пришлось начать копать глубже, разбираться в себе, рефлексировать по поводу того, как внутри меня работают процессы, ассоциации какие-то, и как они влияют на меня внешне и внутренне. И, не знаю, мне, наверное, в какой-то степени захотелось вернуть контроль, захотелось почувствовать почву под ногами. Поэтому, наверное, я и попал к тебе в какой-то степени. Смотри, очень интересно то, что ты говоришь, потому что ты говоришь момент, когда был внутренний кризис, я понял, что мне нужно вернуть опору на себя, что мне нужно Мгм, вернуть внутреннее спокойствие, да, что мне нужно мгм, найти выход внутри меня из этой ситуации. И почему мгм, я именно это хочу подчеркнуть, потому что многие люди, которые попадают в такие же ситуации, которые складываются практически каждый день у огромного количества людей, что они делают? Они ищут причину вовне, да, и также они ищут какое-то решение вовне. И мгм. не у всех, скажем так, приходит мысль, что решение любой проблемы находится внутри нас. Не у всех приходит это понимание, что нужно идти в другом направлении. И интересно, да, что именно у тебя в тот момент пришло это понимание. Ну да, смысл какие-то внешние вещи обвинять в том, что в чем-то. Они не зависят от тебя, так или иначе. А то, как ты себя чувствуешь, то, как ты действуешь, это от тебя зависит. Э, Главное настроить, наверное, себя так, как тебе хочется. Вот Мгм. в этом и, собственно, изменение мышления, наверное. Хорошо, смотри, и кризис мы знаем с тобой, что это всегда какой-то переломный момент, да, это какой-то Мгм. новый этап в жизни. И я думаю, что для тебя это было однозначно новым этапом, да, однозначно это был таким, как бы стал таким переломным моментом, когда ты понял, что как раньше ты уже не будешь жить, что Мгм. будет новый путь, будет новое понимание и будет новая опора на себя. Мгм. Дальше, да, так произошло, что мы с тобой встретились. Мгм. Можешь ли ты вспомнить ту встречу? М, Да, моя близкая подруга скинула мне ссылочку на тебя в место, Мгм. когда ты объявляла набор. Вот, и это был мой первый, вообще моя первая сессия с коучем в жизни. И я не знал, чего ожидать. Мне было очень интересно, и я рад, что в итоге мы созвонились. И это было очень драйвово, очень заряжающе и очень сильно, наверное. Я помню, что я потом еще несколько недель, наверное, был как бы в ресурсе, как говорят, в энергии, и мог в какой-то степени действовать уже. Потом со временем это пропало, поскольку это была единичная у нас сессия тестовая, так сказать. М, Мне, наверное, хотелось еще, поэтому я к пока не мог, написать тебе, скажем так, я там обращался к другим коучам, еще там кому-то писал, все такое. Мгм. Но да, это был занимательный опыт, который который раскрыл какие-то вещи для меня даже вот при первом знакомстве, при одном звонке. Мгм. Можешь ли ты вспомнить какой-то инсайт, что-то у тебя, не знаю, может, приходит какая-то мысль в голову? Или ты просто помнишь как ощущение? Инсайт или мысль? Блин, наверное, я все таки вспомню только ощущения именно вот этой вот Ага. энергии, вот этой силы и драйва. А,
какой же был инсайт на первой сессии, на знакомстве. Я помню, как я потом сидел в кофейне, как-то действовал, работал активно, но вот именно, наверное, слова, к сожалению, или что, какие вещи мы обсуждали тогда, не помню. Наверное, это я уже был в эмоциях и просто где-то там и слышал, и слушал, но при этом уже ушел, убежал куда-то. И как-то, наверное, вот эта вот энергия, она пересилила то, о чем мы разговаривали. Такое. Очень интересно, да. Я поделюсь с тобой своими впечатлениями, потому что Мгм. когда мы с тобой встретились, я подумала, какой безумно талантливый человек. И как жаль, да, в какой-то степени, что он еще не видит, на что он способен. Ну, вот и по поводу импульса, это же действительно так. Мне кажется, так же, как и с психологом, пока ты не найдешь того, с которым тебе комфортно, ты и будешь дальше искать. А здесь так получилось, что у меня сразу а, первый звонок и был сразу матч, так сказать. Потому что потом я созвонился еще с парочкой коучей, и с кем-то было интересно. Мы обсуждали типа занятные вещи, прикольные, но не было какого-то вот этого драйва, наверное, того, что было на нашем звонке. А был ли твой путь, скажем так, легким? Нет, Расскажи, легкие. потому что многие, возможно, думают, что э, это легко, да, это легко работать с мышлением, что это легко двигаться дальше, это легко получать то, что ты хочешь, даже если ты работаешь, да, над собой. Как у тебя это происходило? Ну, я не знаю, на самом деле, чтобы много человек думало, что это легко. Я лично думаю, что нет. Это легко на словах, наверное, но по факту это очень большой пласт работы, потому что, к большому сожалению, нельзя по щелчку пальца изменить себя. Это очень долгосрочный проект, который требует терпения, внимания и выполнения упражнений каких-либо. Точно так же, как в спортзале, там, не знаю, с питанием и там в мастерстве рисования или там чего угодно. Повторюсь, мне было интересно, как понять, э, мне было интересно понять, как внутри моего мышления работают разнообразные процессы и механизмы. И в какой-то момент я понял, что даже у э, мышления, мышления существуют привычки и какие-то паттерны, по которым наш мозг действует. Он боится в одних и тех же местах, избегает одних и тех же проблем и часто даже не пытается их решить, потому что ему страшно, и там больно, и он просто приводит себя к комфорту. Он, не, он типа не тот персонаж, который говорит, что нужно выходить из зоны комфорта. Не, он как бы первым делом бежит обратно. А, И чтобы полностью побороть в какой-то степени и изменить нежелательные привычки свои и мозга своего, потребуется определенное количество работы и времени. Еще, знаешь, интересно, я помню, что на протяжении нашей работы практически постоянно ты чувствовал сопротивление внутреннее. Да, было такое. И это Да. интересно. Да, это интересно, потому что ты чувствовал сопротивление, но с другой стороны, ты не останавливался. Ну, я же пришел для изменений, конечно, зачем мне останавливаться? Да, хорошо. Можешь ли ты поделиться мыслью, да, потому что мы с тобой часто говорили о том, что всего одна мысль может изменить нашу жизнь, или всего один разговор. И можешь ли ты поделиться мыслью, которая помогала тебе в тот момент, когда было жуткое сопротивление? А мы ругаемся здесь. Как хочешь. А, Наверное, у меня будет две мысли. Одна ко мне пришла с тобой на сессии, Мгм. и одна пришла ко мне в спортзале.
Первая была про то, что ясность приходит в действии, и тебе не ну, ты тогда очень хорошую аналогию с автомобилем и фарами провела, что чтобы доехать от точки А до точки Б, тебе не нужен весь маршрут. Вокруг тебя туман, но тебе не нужно знать всю дорогу. Тебе достаточно включить фары, видеть на несколько метров вперед, и такими темпами, типа с такой видимостью ты доедешь до пункта назначения, до своей цели. И этого достаточно, собственно. Не нужно там весь свой путь знать от того, там, что ты начинающий до ты там звезда. Просто делая шаг за шагом, выполняя цель за целью, там, разделяя их, если нужно, на маленькие, чтобы было проще и понятнее, и виднее, и двигайся. И вторая, по поводу сопротивления, я ее начал использовать, не знаю, как в какой-то степени как мантру внутри себя. Когда в спортзале ты делаешь повторения, в какой-то момент тебе уже становится тяжело, и хочется остановиться, перестать и, собственно, отдохнуть пару минут. Но внутри себя я просто повторял fuck resistance, fuck resistance, fuck resistance, и продолжал, собственно, там, подтягиваться, отжиматься и доделывать до, той, до того количества повторений, которое я уже перед собой поставил. Мгм. Потому что а, и в какой-то степени это помогало, это заряжало. И потом ко мне еще пришел инсайт, опять же, на тренировке, что вот эти вот пару секунд боли, которые ты там уже испытываешь на последних повторениях, они всего лишь пару секунд длятся. Но потом эти пару секунд тебе стоят, там, не знаю, часами того, что ты будешь смотреть на себя в зеркало, и там тебе будет нравиться то, что ты видишь, там, или другие тебя будут хвалить. Это будет стоить куда больше. Как бы от сна всего пару секунд боли. Поэтому почему бы не потерпеть их? Да, интересно, что ты говоришь, что если я решил для себя что-то, да, то все остальное подстроится, да, и тело подстроится, и все остальное тоже. Потому что если у меня есть внутреннее решение, если у меня есть внутреннее намерение того, что мне действительно нужно, то я это просто создаю. Ну да, и есть такая фраза, мне очень нравится. Заходишь, найдешь способ. Нет, придумаешь оправдание. Мгм. Вот, Хорошо, собственно. расскажи мне, пожалуйста, тогда вообще о результатах. Да, если мы посмотрим на результат нашей работы или на результат работы с мышлением. Что ты для себя увидел интересного? Наверное, вот первое, что я заметил с самого начала работы, я захотел общаться с людьми. Я достаточно закрытый человек и редко просто так завожу разговоры с незнакомцами. Но в тот момент я много переписывался с разными ребятами, заводил знакомства, и доходило до того, что я, например, опять же, занимался в спортзале и просто хотел познакомиться там с ребятами и узнать, чем они занимаются. Я искал возможности в какой-то степени. Также для меня большим изменением было то, что даже когда в голове творился хаос, и я наконец смог работать. Потому что до этого, когда я сходил с ума от стресса, то чаще всего я просто бездельничал, как-то сублимировал и вообще ни на чем полезном не мог сфокусироваться. А потом еще и грыз себя за то, что я ничего не делаю. Э, Сейчас с этим попроще. Сейчас я могу автоматически там рисовать или заниматься тренировкой, даже когда у меня в голове хаос творится. И мне кажется, это очень полезный навык, который появился у меня. Да, то есть ты научился действовать, да, несмотря ни на что. То есть Ну ты да. научился управлять, да, тем, что у тебя происходит внутри тебя, и выстраивать, да, то, что есть внутри, чтобы это помогало действовать сейчас. В том числе, да. Скорее я научился тому, что внутри меня чтобы оно мне не мешало действовать. Потому что не всегда получается совладать со своими мыслями. А, Но при этом дедлайны у работы, например, никуда не делись. И
и появился скилл того, чтобы это как-то разделять, что ли, э, Как это вообще мысли от действий. как это вообще сказалось на твоей жизни? М, Потому что ты начал действовать, да, ты начал, мгм, ам, заводить новые знакомства. мгм. Ну да, так или иначе, со временем появились новые проекты, новые возможности, большие проекты достаточно открылись мне. А, я просто в какой-то степени не стеснялся, что ли, а, общаться там. Не знаю, у меня была тогда цель именно найти себе какой-то хороший, интересный проект, и это вышло в целом. Поэтому главную цель мы выполнили по поводу работы, по поводу финансов, по поводу своей продуктивности, что ли, в какой-то степени. То, что, вот опять же, повторюсь, то, что я мог действовать, несмотря на то, что творилось в голове. Да, а, хорошо, если мы с тобой вспомним, знаешь, я думала недавно, что, на одной из первых сессий мы с тобой говорили о том, что вот такие вот сложные моменты, которые у нас возникают в жизни, они, обычно такие сложные, потому что мы не знаем, что дальше будет намного лучше. Или что они нам нужны Мгм, для того, чтобы в будущем мы смогли достичь чего-то большего, чем на самом деле у нас мгм, сейчас, да. И я помню, что, по-моему, или на первой, или на второй сессии мы с тобой об этом говорили, но тебе в тот момент еще было сложно в это поверить. Да, сложно было понять, что да, сейчас вроде как бы сложно, но потом или это нужно для чего-то, да, это нужно мне сейчас пройти для того, чтобы в будущем иметь большее. мгм. И сегодня, если мы обернемся назад, можешь ли ты сказать, что это большее, что есть сейчас, что нужно было пройти в тот момент, чтобы было сейчас что-то большее? Ну, это какие-то знания и, наверное, какая-то сила. Здесь можно привести в пример «Путь героя» Джозефа Кэмпбелла. Это теория о том, что все главные персонажи, не знаю, там, на которые все построены, все главные персонажи всех там, культовых фильмов, на которые построены на мифология. И, собственно, вот Кэмпбелл вывел ее из того, что это во всех мифах, там, древнегреческий и так далее, а, был один и тот же паттерн у героев, которые можно применить и, собственно, и к жизни, к обычного человека, не героя. И в котором, если отслеживать это, то можно проще преодолевать кризисы, понимать, что за кризисами идут подъемы, идет подарки силы, так сказать, это один из терминов из пути героя. И, э, и это становится проще, становится легче, тебе становится интереснее в какой-то степени. Может быть, не знаю, эпичнее, когда ты себя в какой-то степени характеризуешь с главными там героями любимых фильмов, там, не знаю, из «Звездных войн», там, с Люком Скайуокером или с Гарри Поттером. И, какой у тебя вопрос Вопрос, был? да, что больше ты получил, да, что ты можешь сказать, что это нужно было пройти вот тот момент, который был Да, очень... точно, точно, точно. Возьми, ты говоришь, Силу я да. получил. Мгм. Мгм, да. Не ту силу, которая помогает, тягать тяжести, а какую-то внутреннюю опору в какой-то степени я, собственно, и получил, которую искал. Понятно, что были еще куча других факторов, которые давали мне поддержку, там, близкие люди, там, и еще какие-то вещи. Но и здесь я получил силу от себя, наверное, в какой-то степени. Я бы так это сказал. Смог давать себе что-то, а не только там другим, как я обычно делал и делаю до сих пор, наверное. Мгм. А, и за счет этого брать какие-то возможности, э, которые мне были интересны, которые я хотел. Опять же, вот там новый проект или там какие-то задачи или еще что-то. Там путешествия даже те же. Да.
Смотри, как интересно ты говоришь, что я теперь у меня есть теперь сила, и я теперь могу брать то, что мне нужно, то, что я хочу. Да, если я хочу взять большой проект, я его беру, потому что есть внутренняя опора, потому что есть внутренняя сила. И Мгм. это интересно, потому что часто мы думаем, что возможностей нет вокруг. Часто мы думаем, что мы оказываемся, да, в какой-то ловушке жизненных ситуаций. Но о чем говоришь ты, что как только ты возвращаешь силу внутрь себя, то ты просто берешь то, что на самом деле есть всегда. Мгм. Всегда можешь взять большой проект, да, ты всегда можешь получить то, что ты хочешь. Тебе нужно просто иметь силу, чтобы это взять. Ну да, мне кажется, я тогда и говорил даже, что нет возможности в какой-то степени, хотя на самом деле действительно они повсюду. А, Сейчас, наверное, есть небольшой, страх того, что я могу их пропускать, потому что их много, а я там типа мог не заметить или где-то испугаться и не сделать, потому что так или иначе, как я уже говорил, изменять привычки — это долгий процесс. Какие-то вещи изменились, какие-то над какими-то еще работать и работать. Но так или иначе, это все равно первые шаги, ну, даже, наверное, не первые. Первые шаги, я полагаю, были несколько десятков лет назад у меня. Это движение, и ты растешь в этом развитии, ты растешь в том, что размышляешь и рефлексируешь по поводу своих изменений, по поводу того, что ты хочешь и как для этого добраться. Ну и ставишь какие-то цели. Если бы ты мог дать один совет людям, которые находятся, возможно, как ты находился несколько месяцев назад в сложной ситуации, в ситуации, когда кажется, что не будет новых интересных проектов, в ситуации, когда сложно начать что-то делать, в ситуации, когда Мгм. могут опускаться руки, что бы ты мог посоветовать этим людям? Потому что ты уже прошел через это, ты уже знаешь. Мгм. Ну, хотелось бы, конечно, сказать: не переживайте, все будет хорошо. Э, Вам придет, там, не знаю, и $1 000 000, если захотите, и подругу найдете там или бойфренда, и так далее, и все будет. Но вот точно так же, как бы, если бы и мне это сказали в кризис, я бы подумал: "Ага, да-да", и это бы никак не помогло. Наверное, я бы пожелал, чтобы эти люди были добрее к себе. Повторюсь, изменение своего мышления потребует времени, и не всегда может получаться с первого раза. Это вообще нормально, как бы никогда новые вещи не получаются идеально с первого раза ни у кого. Ну, не считая там каких-то моментов, когда это удачно просто выходит. Не будьте строги к себе или строги. Это здорово, что вы пришли к тому, чтобы начать меняться. А, Здорово, что заметили это. Здорово, что ищете это не внешне, а внутренне. И главное не останавливаться и двигаться в том темпе, который не потушит это желание изменяться. Супер, мне кажется, очень мудрые слова. И последний, наверное, вопрос, который я тебе задам сегодня, это есть ли у тебя какие-то, не знаю, ритуалы, какие-то, не знаю, упражнения, которые ты делаешь каждый день, чтобы поддерживать свое состояние? Не знаю, может быть, ты медитируешь с утра до вечера или еще занимаешься какими-то интересными вещами? Расскажи нам. Наверное, это соблюдение режима, то, что с тобой в какой-то момент начали попробовали. а, Это то, что мы с тобой попробовали в какой-то момент. Не всегда получается его соблюдать, но когда это происходит, это дает какой-то график, и здорово просто идти по нему, так тебе проще, потому что ты видишь свои задачи, ты видишь примерный путь, собственно, вот эти вот первые шаги в фарах автомобиля, и от этого проще. Время от времени я использую озера, которые мы с тобой выучили и узнали, когда нужно отделить
эмоции от нейтральных фактов, и тебе проще переживать какие-то вещи, потому что, там, не знаю, если тебе там что-то не то сказали или там как-то себя человек не так повел, как тебе нравится. То есть просто все вещи — это нейтральные факты, а то, как они действуют на тебя, это уже вопрос восприятия, а не этих фактов. Ам, Путь героя время от времени, опять же, мне нравится напоминать себе и как-то ассоциировать себя в какой-то степени, трекать, на каком этапе я сейчас. Всегда кажется, что я на разных, и, возможно, иногда отхожу назад, а возможно, вперед, но что-то в этой теории мне откликается. И знаешь, не могу тебя не спросить. Я вот все это время думаю, ты затронул, да, тему целей. Какая сейчас твоя настоящая цель? Можешь ли ты ей поделиться, чтобы мы, предположим, с тобой пересмотрели это видео через год и сказали: вау, как круто, что это на самом деле произошло, то, что ты тогда задумал. Если ты готов, конечно. Это сложно на самом деле. Наверное, я не смогу рассказать какую-то масштабную цель, потому что я и сам еще для себя ее не увидел конкретно. И я знаю, что можно сказать так, не останавливаться. И я уверен, что через год все те обстоятельства и вещи, которые сейчас есть в моей жизни, в твоей жизни, они будут совершенно другие, а, будут в 10 раз круче, выше, больше, сильнее. А, И определенно будет занимательно посмотреть это видео через год, потом еще и через там 2, 3, 5, 10. А, Вот. Какие-то мелкие цели. Наверное, сменить обстановку. Опять же, вот если мы вернемся к началу нашего разговора про визу, так или иначе сменить локацию, а, масштабироваться, наверное, в качестве, в карьере, делать какие-то новые интересные вещи для себя и не бояться их. А, Наверное, что-то такое. Мгм. Джейсон, классно, что ты как бы вроде не сказал про цель, но мы поняли, что минимум x10 Минимум X10, да. и минимум, чтобы все вообще было кардинально по-другому и намного круче. Ну да. Да? И я думаю, что на самом деле ты знаешь, да, свою цель, ты просто очень скромный сейчас. И, ну, скажем так, не готов ее сам себе озвучить. Хотя внутри ты знаешь, Может быть, да, может быть, да. хотя внутри ты знаешь. И я хочу просто с тобой зафиксировать этот момент, зафиксировать, что на самом деле ты знаешь, какая твоя цель, и что мы через год посмотрим это видео Мгм. и действительно посмотрим, как мы были правы. Ну, предлагаю просто через год еще раз снять видео, Хорошо. договориться, созвониться. Да. Хорошо, супер. Я думаю, что мы, наверное, закончили. Есть ли что-то, что ты еще хочешь добавить? А, Не бойтесь изменений, они страшные, они могут доставить много боли, а, они могут доставить кучу хлопот и дискомфорта, но только через них вы достигнете того, чего желаете. Как бы, а, и делая одно и то же
и надеясь на другой результат, на какое-то повышение уровня, скажем так. Может, конечно, такое произойти, но это займет куда больше времени и потребует куда больше средств, удачи в какой-то степени и других ресурсов. Поэтому дерзайте. Этот прыжок в темноту даст вам много света. Супер, хорошо. Я еще забираю цитату от тебя сегодня. Это что боль длится 2 секунды. Мне кажется, это классная фраза и классное напоминание, что нам нечего бояться. Мгм. Ну да, возвращаясь к очень популярной фразе, что не убивает, делает сильнее. Так что, да, Хорошо, благодарю это тебя. та боль, которая сделает сильнее. Благодарю тебя за нашу встречу. Благодарю за то, что так откровенно поделился своими мыслями, поделился своим опытом. Это очень ценно. И я думаю, что многие люди, увидев тебя, очень многое для себя возьмут из нашего разговора. Благодарю и Спасибо, что позвала, и спасибо тебе, что, что дала эту возможность и сделала это возможным. И мои изменения, и то, что мы сейчас обсуждаем, и дала возможность поделиться действительно с другими каким-то своим опытом через это видео. Я надеюсь, что действительно кому-то он будет полезен, и этот кто-то потом будет, не знаю, вспоминать об этом, о том, как посмотрел классное видео Ани и Джейсона и понял, что можно не бояться. да, я думаю, что так оно и будет. Все, пока. Мгм. Хорошего Пока-пока.